Друзья, добрый день! Сегодня предлагаю приготовить один из классических салатов советской кухни – сельдь под шубой. Для начала я отвариваю или запекаю овощи, стараюсь это сделать накануне или хотя бы за несколько часов до приготовления. Чтобы салат получился очень нежным, перетирать я все буду на самой мелкой терке. Все овощи я подготавливаю заранее, натираю их на отдельные тарелки. Так у салата получаются более яркие и красивые цвета, не смешанные между собой. Лук я натираю в последнюю очередь, и для этого использую колючую сторону терки. Сельдь можно купить и разделанную, но поверьте, вкус целой бочковой селедки намного лучше, правда с ней придется повозиться. Разделываю на филе, снимаю кожицу и нарезаю на мелкие кусочки. Для этих целей я всегда застилаю доску 2 слоями пергамента. И когда заканчиваю с более грязной работой, убираю первый слой вместе с костями. И уже на чистом пергаменте делаю окончательную разделку. Теперь начинаю собирать салат. Использую для этого квадратное блюдо размером 20 на 20 см. Соответственно, количество ингредиентов в описании я дам именно на этот размер. На дно я выкладываю картофель, солю его и перчу. И смазываю тонкой струйкой майонеза. Ни в коем случае салат не приминаю, не утрамбовываю, чтобы он остался воздушным и нежным. Следом выкладываю сельдь, разравниваю ее и опять же смазываю тонкой сеточкой майонеза. Затем лук. Лук хорошо распределяю и делать это удобнее с помощью скребка. Также наношу немного майонеза. Выкладываю морковь, солю ее, перчу и опять же наношу майонез. Теперь все то же самое повторяю для слоя с яйцами. Как видите, все слои остаются очень воздушными. В последнюю очередь добавляю свеклу. Если у нее выделился сок, то его также равномерно распределяю по поверхности. Это придаст салату дополнительную сочность. Слой свеклы я обязательно разравниваю скребком, так и салат будет более красивый, и майонеза понадобится меньше. Затем добавляю соль и черный перец. Наношу сеточку майонеза, и ее я тоже буду разравнивать скребком. Салфеткой вытираю края формы для более опрятного вида. Сверху посыпаю свежерубленным укропом. Салат накрываю пленкой и оставляю в холодильнике минимум на 6 часов. Вот такой высокий красивый салат в итоге получается. Он очень нежный и вкусный. Конечно же, у большинства есть свой семейный рецепт сельди под шубой, но если вдруг вы в поиске рецепта, то предлагаю попробовать вам мой вариант. Спасибо вам за просмотр и всего вам хорошего!